结构，是1960年建的。然后呢，那边一间小间的扩建是在1974年进行的，都是红茶的第一道工艺。我们的鲜叶的收购在这一间完成，鲜叶收购以后就直接上这个尾雕槽，尾雕，烧这个柴火木材杂材来进行那个加热，把那个杂材的热温通过那个鼓风机，那个鼓风机带进来以后，然后它再循环的把它那个尾雕。我们的发酵是通过热水蒸气用水蒸气进行发酵的。我们在隔壁。烧柴火的，热水加进去，水烧开以后，水蒸气打。所以那边比较热。对，它的我们需要的温度和湿度通过这个来掌控。现在就感觉到那个绿茶。Мы находимся в провинции Цзяйси. Мы вообще приехали в город Диндэнчжэнь по фарфоровым делам, но так оказалось, что здесь были рядом наши друзья, которые делают красный чай, который называется Фоляо Хунча. Это, значит, завод, который находится в окрестностях Диндэнчжэня, но мы ехали сюда примерно где-то 2 часа. Завод один из самых первых, который был основан еще в 60-е годы, причем до сих пор используется здесь очень много оборудования еще тех самых лет. Вот рядом со мной станок 60-х годов, вот, когда для производства красного чая. А вот станок был поставлен на этот завод еще Советским Союзом в начале 60-х годов. И надо заметить, до сих пор он в отличном рабочем состоянии. Кстати, надо сказать, что поддерживают его прекраснейшим образом еще и современными китайскими запчастями, то есть специально не научились его ремонтировать, как рассказывает местный мастер. Вот, то есть он продолжает прекрасным образом работать. Вообще такой интересный момент, то что вот такое вот, скажем, сохранение старых машин, оно полностью вписывается в китайскую концепцию вообще вот уважения к древности, уважения к старине и такое, значит, уделение этому большого внимания. То есть то, что у нас вот старый завод, у нас завод был основан еще во времена Мао Цзэдуна, обязательно это упоминается. Значит, на зданиях завода таблички, там какие года были здания построены. Значит, по каждый станок у них есть своя история, кем он был поставлен. Вот, и этим очень гордятся. То есть считается, что то, что сохраняется не только там, значит, здание, но и станок, ну и, значит, технологии, но и технологии тех лет. То есть тут многие технологии уже работают по несколько десятков лет. И это как бы очень вписывается в концепцию сохранения чайной традиции, сохранения технологий производства, поддержания этой традиции. То есть это очень так выделяется. И поэтому этот завод считается таким образцово-показательным в плане сохранения традиции производства местного красного чая. Да, я вот поднялся между двух, значит, линий конвейера по финальной обработке чая. Вот обычно сюда не поднимаются, здесь только смотрят, если что-то вдруг встало, сюда поднимается мастер, значит, поправляет, значит, оборудование и все продолжает дальше работать. Сделано полностью из дерева, как видно, тут еще внешняя электропроводка тех самых времен, даже сами провода еще 60-х годов. Вот, и все поддерживается в рабочем состоянии. На самом деле вызывает уважение такое вот стремление сохранить древность, чтобы поставить новый станок, достроили старое здание, причем специально подобрали даже такой кирпич, похожий на старый кирпич. Вот, достроили старое здание, значит, поставили современный лазерный сортировщик чая, вот, и, собственно, при этом оставили все старое оборудование. Вот, и получается такой чайный музей, где видно, как совершенствовалась технология. И есть в одном и том же здании практически все стадии совершенствования этих самых станков. Мы находимся на складе завода. Склад, естественно, тоже построен во времена еще те самые, то есть 60-е годы. Здесь все отделано деревом. Причем, кстати, еще так, что важно, он довольно сильно понят над землей, чтобы не выпадала влага. И здесь прям стоит такой вот аромат выдержанного чая. То есть прям вот очень причем хороший. Такой вот прям вот, как называется, аромат лауча. Вот. И, кстати, как говорит тут владелец завода, то что обычно
обычно этот склад очень нравится тем, кто выдерживает ПР, потому что здесь прям вот конкретно вот самая подходящая обстановка для того, чтобы складировать ПР на длительное время. А здесь, собственно, чайная лаборатория. Здесь производятся тесты чая, также дегустация чая, а также и склад образцов. Кстати, вот в этом самом видео мы уже рассказывали про склад образцов на одном из заводов в Фудзяне, а здесь, собственно, склад образцов местного красного чая. Кстати, не только красного. Вот. Также они еще делают зеленый, еще так называемый анча. То, что называется леонское хайчо, у нас здесь называется анча. Это, значит, местная традиция. Кстати, делают, оказывается, не только в Лиане, не только в Аньхое, но и в Цзянси. Вот, в очень небольших количествах. И выглядит она вот так вот, то есть таких вот корзиночках. Вот. И делают они очень мало на заказ, то есть по просьбе, как говорится, клиента, если необходимо. 1958年的。А здесь два станка для жауне, для сминания чая. Первого поколения, уже второго. Вот, причем особо интересен первого поколения. Делался он еще во времена, значит, те, когда в Китае были очень большие проблемы с железом. Вот, и поэтому большая часть деталей сделана из дерева. Вот, то есть даже и сама плоскость, собственно, да, и барабан, значит, несколько шестеренок. Тогда еще не было электричества, и работал он вот так. То есть, у него была такая вот ножная придача. То есть мастер вот так вот прям, собственно, ногой вот, работал, значит, и сминал чай. Потом, значит, позже уже здесь подключался, значит, мотор отдельно, значит, и при помощи ленты, значит, работал станок уже на электричестве. Вот такой вот, можно сказать, один из первых устройств для сминания. А мы сейчас находимся в одном из зданий, где, собственно, происходит сортировка чая. То есть здесь вручную сортируется чай, причем до сих пор. Вот, здание тоже полностью сохранилось с 1958 года. Вот, единственное, что рада, что покрасили дерево, но дерево как бы старое. Как это видно по полу, местами тут доски стерлись половину, но до сих пор они еще живы. Вот, а это вот, собственно, кондиционер 50-х годов. Вот, действительно, летом здесь очень жарко, да и весной тут очень жарко. Вот сейчас начало декабря, и, в общем-то, еще всего лишь 10 градусов. Вот, и вот такой вот кондиционер. То есть, когда очень жарко, открывали вот так вот проветрить, значит, помещение. Когда становилось немножко похолоднее, вот так вот закрывали. Вот такой вот кондиционер 50-х годов. Портрет Мао Цзэдуна, надо сказать, тут висит с тех самых лет. Тут вообще пытаются сохранить максимально вот тот период именно, скажем так, культурной революции, когда тут все начиналось. Вот, то есть огромнейший портрет Мао Цзэдуна, рядом, значит, макет его книги. Из большого уважения наших друзей к нам достали, собственно, баночку 75 года, пробник, который открыть невозможно. Его сейчас будут пытаться открыть профессионал, есть специальный ножичек для этого. Вот, но баночку еще не вскрывали с 75 года, вот как видно. Сейчас будем пробовать, что же там сохранилось. Это, конечно, историческое событие, не часто такое удается попробовать, но так как мы фанаты старого чая, то мы очень долго упрашивали, нам разрешили. 时间还长。Опа.
Сейчас здесь происходит профессиональное тестерство, то есть сейчас главный технолог завода, который есть с работы с 1975 года, на ручных весах отвесил 3 грамма разного качества чая. Здесь у нас от, собственно, гунфу самого высококачественного до чайной пыли. И, значит, в сертифицированных государством специальных, значит, дегустационных чашечках заваривает это в течение 5 минут. После этого чай уже можно дегустировать. А сейчас, собственно, чай уже заварен. И мы сначала нюхаем аромат. Это у нас аромат чайной пыли. Это у нас аромат чайной крошки. А это у нас аромат уже ломаного листа. Надо сказать, он гораздо чище, уже заметно отличается. А это, собственно, самый высококачественный гунфу чай. Надо сказать, одно и то же сырье, абсолютно разный аромат. Так что фракция имеет значение. Автобусы, грузовики, мопеды, велосипеды. Все подождет, если мне нужно повернуть через двойную сплошную в одностороннее движение, сдать задом. Это немного иллюстрирует вот движение в Китае. То есть вот сейчас просто наш водитель, один из таких самых замечательных примеров. Мы сейчас приехали в город Наньчан, тут нашего друга небольшой магазинчик чайный, он решил нас повозить, ну, познакомиться с ним. На самом деле, как всегда это бывает, толку от него особо никакого, но забавно. Суть не в этом. Суть в том, что вождение в Китае это просто вызовет, наверное, на самом деле реакцию полного шока у любого человека, который когда-либо ездил в любой другой стране, потому что, и главное, спокойствие реакции. То есть, если ты, например, почти столкнулся в лоб с автобусом на скорости 80, это вызовет только мягкий бибик, и все, и больше ничего. Вот. Если ты случайно поехал по встречке, там кто-то переходит дорогу без светофора и что-то еще, то это как бы тоже вас уже выгоняет из машины. Ну, как бы, в общем, короче, это никого не удивляет, это абсолютно вызывает дефиантную реакцию. Вот. Ну, так, да. Просто релакс.